Нам нравится думать, что у нас есть выбор, что на планете, где больше 7 миллиардов людей, мы можем найти кого угодно, подходящего для нас. Но на самом деле наш выбор очень ограничен. Не кем-то, а нашим собственным мозгом и нашим детством. Именно сформированная в детстве модель поведения и заставляет нас влюбляться только в определенные типы людей. Мы любим так, как привыкли. Мы ищем таких партнеров, которые помогут нам воссоздать чувства, схожие с теми, что были между нами и нашими родителями. Проблема в том, что любовь, которую мы испытывали в детстве, вряд ли была такой чистой и безоблачной, как нам хотелось бы. И состояла не только из щедрости, нежности и доброты. Чаще всего дети психологически травмированных родителей испытывают на себе также ее негативную сторону. Болезненное чувство, что ты недостаточно хорош, особенно в сравнении с кем-то. Гиперопека или наоборот пренебрежение отброшенной мужем матери-одиночки, слишком слабой и подавленной из-за собственных отношений с мужчинами. Необходимость скрывать свои мысли и желания, подавлять их, и вызванное этим ощущение, что ты никогда не сможешь полностью довериться любимому человеку. Все это вынуждает нас искать во взрослой жизни партнеров, похожих на людей из нашего детства. Не обязательно искренне любящих и заботящихся о нас. И в то же время игнорировать всех, кто не соответствует желаемым нами сложностям, которые мы ассоциируем с любовью. Когда мы говорим о ком-то, что он для нас не сексуальный или скучный, на самом деле мы имеем в виду, что он не способен заставить меня страдать так, как мне нужно страдать, чтобы чувствовать, что любовь настоящая. Окружающие люди, которые видят со стороны, что наши отношения с партнером не приносят ничего, кроме страданий, обычно советуют нам бросить этого проблемного человека и найти кого-то другого. И в теории мы можем быть согласны с ними, но на практике это практически невозможно. Мы не можем просто взять и каким-то магическим образом перенаправить свою симпатию на другой тип людей. Хорошая новость в том, что есть способ, не разрывая нынешних отношений, попробовать справиться со своей проблемой. Для этого нам нужно изменить свою реакцию на поведение человека, с которым мы испытываем трудности. Дело в том, что во взрослой жизни мы продолжаем реагировать на сложных людей так, как научились в детстве. Например, если у нас был агрессивный родитель, который постоянно повышал голос, то мы привыкли, что человек, которого мы любим, может часто на нас злиться. И при этом мы будем робеть и покоряться ему. И мы продолжаем вести себя как забитые, испуганные дети в любом возрасте. Мы обижаемся, испытываем вину, принимаем критику. Или наоборот, взрываемся в ответ на злость партнера. Или, допустим, у нас был слабый, ранимый родитель, которому очень легко навредить. То мы находим себе партнера, который также слаб и требует заботы. Но когда нам надоедает эта слабость, мы ходим вокруг любимого человека на цыпочках, пытаемся ободрить и утешить его, как мы делали в детстве. Но в то же время осуждаем за то, что он настолько слаб. Нам очень трудно изменить свои шаблоны в выборе партнера. Помочь полностью справиться с этой проблемой
может разве что курс психотерапии со специалистом. Но для начала попробуйте научиться реагировать на сложности в отношениях не так, как в детстве, а уже в зрелой, конструктивной манере разумного взрослого. Если на вас повышают голос, то вместо мысли «это моя вина» ваша реакция должна быть «это его проблема». Мне не нужно чувствовать себя виноватым. Или если партнер опекает вас, то ребенок внутри вас подумает «я такой глупый». Хотя более взрослой реакцией будет «у всех разное мышление, мое тоже в норме». Так уж сложилось, что мы переносим все наши защитные реакции с детства во взрослую жизнь, на своих партнеров, и выбираем тех людей, которые помогают нам отыгрывать привычные для нас сценарии, которые мы не смогли исправить с родителем или опекуном. Чтобы справиться с этим, нам не обязательно рвать отношения с проблемным партнером. Главным шагом к исцелению станет попытка начать вести себя не как травмированный ребенок, а как взрослый человек, разумно реагируя на незрелое поведение нашего партнера.